Воздух поздней весны тяжело повис над Элмвудом, сплоченным сообществом, где секреты были такой же редкостью, как и незнакомцы. 17 мая 1971 года это хрупкое равновесие нарушилось с исчезновением Шерил Мэтьюс и Памелы Рейнольдс, двух неразлучных подруг, которые, казалось, олицетворяли дух молодости в городе. 19-летняя Шерил была дочерью местной школьной учительницы Маргарет Мэтьюс. Она была известна своим острым умом и мечтами стать журналистом, всегда носила с собой небольшой блокнот, в который записывала свои наблюдения о городе. 18-летняя Памела была более сдержанной из них двоих. Работала неполный рабочий день в хозяйственном магазине своего отца и планировала осенью поступить в местный колледж. Утро, когда они исчезли, началось как обычно. Маргарет вспомнила, что Шерил ушла рано, упомянув о планах встретиться с Памелой за утренним кофе в местной закусочной. К полудню, когда ни одна из девушек не вернулась домой, беспокойство начало распространяться по узким улочкам Элмвуда, подобно лесному пожару. Шериф Роберт Килмер был первым, кто начал мобилизацию. Ветеран правоохранительных органов с 20-летним стажем, он понимал динамику маленького городка. «Что-то не так», – сказал он своему заместителю Фрэнку Моррисону. Первоначальные поиски начались методично, проверялись известные места сборищ, опрашивались местные предприятия, отслеживались последние передвижения девушек. По мере того, как часы превращались в дни, первоначальное беспокойство сообщества перерастало в нечто более мрачное. Были сформированы поисковые группы, которые прочесывали окрестные леса, сельскохозяйственные угодья и заброшенные здания. Добровольцы привезли с собой собак, фонарики и растущее чувство отчаяния. Спокойный фасад города дал трещину, обнажив всеобщее беспокойство. Среди местных жителей начали распространяться слухи. Некоторые шептались о бродяге, которого видели неподалеку от города неделями ранее. Другие вспоминали странные происшествия, таинственный автомобиль, припаркованный на проселочных дорогах, необъяснимые звуки в ночи. Городская мельница сплетен работала сверхурочно, с каждым днем выдвигая все более запутанные теории. Главный подозреваемый, Томас, появился быстро. Гаррет – фермер-затворник, живущий на окраине Элмвуда. В свои 50 с небольшим Гаррет имел репутацию антисоциального человека. Предыдущие мелкие нарушения, в основном связанные с пограничными спорами и случайными столкновениями с соседями, сделали его легкой мишенью для подозрений. Шериф Килмер вызвал Гаррета на допрос. Допрос был напряженным, но Гаррет сохранял стоическое поведение. У него было алиби на день исчезновения, документально подтвержденная работа на его ферме, подтвержденная соседними фермерами. Несмотря на интенсивные допросы, никаких конкретных улик, непосредственно связывающих его с этим преступлением, не было. Исчезновение Шерил и Памелы. Семьи девочек по-разному переносили тяжесть неопределенности. Маргарет Мэтьюс превратилась в тень самой себя, колеблясь между отчаянной надеждой и парализующим горем. Она могла часами смотреть в окно своей гостиной, словно желая, чтобы ее дочь материализовалась из окружающего пейзажа. Родители Памелы, Рейнольдсы, применили более активный подход, расклеив по городу и окрестностям объявления о пропаже человека. Годы. Недели превратились в месяцы, и темпы расследования начали снижаться. ФБР участвовало в нем недолго, но в конечном итоге свернуло свои усилия, физические поиски стали менее частыми, и надежда начала таять. Жители Элмвуда научились жить с этим отсутствием, с фантомной болью, которая ощущалась в повседневной жизни. К 1972 году дело также было закрыто. Шерил и Памела стали поучительной историей, о которой родители шепотом рассказывали своим детям. Местной легендой, предупреждавшей об опасностях, таящихся за безопасными границами города. Шли годы. Первые следователи ушли на пенсию, семьи состарились. Город продолжал жить, неся груз неразгаданной тайны, как общий шрам.
Молодые поколения знали эту историю, но воспринимали ее как отдаленное эхо, трагедию, относящуюся к другому времени. В местной закусочной и в парикмахерской разговоры об исчезновении оставались предметом молчаливых спекуляций. Что на самом деле произошло с этими девушками? Этот вопрос повис в воздухе Элмвуда, оставаясь без ответа и становясь все более безнадежным. Жители города и не подозревали, что 40 лет спустя случайное открытие вдохнет новую жизнь в эту многолетнюю тайну. Автомобиль Chevrolet Impala, стоящий на отдаленной свалке, хранил секреты, которые вскоре позволят распутать нити этой давно забытой трагедии. Свалка металлолома простиралась, как кладбище металлолома. Ряды ржавых автомобилей, безмолвных свидетелей десятилетий автомобильной истории. Гарри Симмонс двигался между рядами. Его обветренные руки обводили контуры брошенных автомобилей, каждый из которых рассказывал историю о забытых путешествиях. В свои 68 лет Гарри не был обычным пенсионером. После смерти жены 5 лет назад его страсть к реставрации автомобилей стала для него спасательным кругом. Ритмичная работа по возвращению к жизни старых машин избавила его от воспоминаний об одиночестве. Сегодня что-то изменилось. В тот момент, когда он заметил Chevrolet Impala 1969 года выпуска, по его мозолистым пальцам пробежал странный электрический разряд. Машина была капсулой времени. Темно-синяя краска все еще сохраняла свой первоначальный блеск, несмотря на годы забвения. В роли Гарри. Гарри провел рукой по крылу и заметил кое-что необычное. Несколько неглубоких царапин возле багажника, как будто кто-то отчаянно пытался оставить след. «С тобой что-то не так», – пробормотал он, обращаясь скорее к себе, чем к машине. Отработанными движениями Гарри открыл сундук. Оттуда донесся затхлый запах старой ткани и чего-то неопределенно более древнего. Среди годами копившегося хлама были предметы, которые сразу привлекли его внимание. Потрепанный журнал в кожаном переплете, несколько выцветших фотографий и сверток с одеждой, которой, казалось, было несколько десятилетий. Эти фотографии были первыми, на которые он обратил внимание. Черно-белые снимки двух молодых женщин, одна с решительной улыбкой журналистки, другая более сдержанная, но не менее яркая. Их лица показались ему до боли знакомыми, вызвав в памяти воспоминания о прошлых десятилетиях. Шерил Мэтьюс и Памела Рейнольдс. Эти имена всплыли из глубин его памяти, словно шепот из самой сокровенной тайны Элмвуда. Гарри вспомнил лето 1971 года, напряжение, охватившее город, бесчисленные слухи и горе двух семей, разлученных необъяснимым исчезновением. Одежда была тщательно сохранена, почти намеренно спрятана. Голубая блузка с небольшой прорехой возле воротника, джинсы с заляпанными грязью краями. Казалось, что каждая вещь хранит в себе молчаливую историю, ожидающую своего раскрытия. Сначала Гарри колебался. Это были не просто случайные предметы. Они показались ему уликой. Но доказательством чего? Следующим шагом Гарри стало уважение к местным правоохранительным органам, которое он испытывал всю жизнь. Через несколько часов он сидел напротив детектива. Сара Рейес из полицейского управления Элмвуда, между ними лежали таинственные предметы. «Где вы их нашли?» – спросила детектив Рейес. За ее профессиональным поведением скрывалось растущее чувство заинтригованности. Гарри рассказал о свалке, об Импале, о том, как тщательно он все сохранил. Рейес внимательно слушала, ее пальцы внимательно изучали фотографии. Она предупредила, что это могут быть пустяки, а могут быть и что-то значительное. Судебно-медицинская экспертиза покажет истинную историю. Анализ ДНК – современная технология, которой не существовало в 1911 году. Потенциально может раскрыть давно скрытые секреты. Неделю спустя были получены результаты. Образцы одежды соответствовали профилям ДНК Шерил Мэтьюс и Памелы Рейнольдс. Не просто похожи, а имеют точное генетическое соответствие.
Расследование возобновилось мгновенно. Нераскрытое дело, которое преследовало Элмвуда в течение 40 лет, внезапно обрело новую жизнь. Были пересмотрены старые свидетельские показания, спланированы поиски по месту жительства, а давно умерший подозреваемый Томас Гарретт стал объектом нового расследования. Для Гарри это открытие стало чем-то большим, чем просто раскрытием тайны. Речь шла о том, чтобы покончить с городом, который десятилетиями носил в себе незаживающую рану. Автомобиль Chevrolet Impala, который когда-то был просто еще одной ржавеющей реликвией, стал мостом между прошлым и настоящим. По мере того, как новости распространялись по Элмвуду, перешептывания переросли в разговоры. Семьи Шерил и Памелы, которые сами были уже пожилыми, цеплялись за хрупкую надежду. Что-то изменилось. Тьма, возможно, наконец-то уступает место свету. Они и не подозревали, что самое шокирующее открытие было еще впереди. Послеполуденное солнце отбрасывало длинные тени на заброшенную ферму Томаса Гарретта в роли детектива. Сара Рейес и Гарри Симмонс тщательно обыскали обветшалый сарай. В золотистом свете танцевали пылинки, оседая на десятилетиями копившемся мусоре. Обветренные руки Гарри слегка дрожали, когда он передвигал старые деревянные ящики и ржавое сельскохозяйственное оборудование. Каждое движение было обдуманным и полным надежды. «Сюда!» – крикнул он, и его голос нарушил гнетущую тишину. Его внимание привлек пожелтевший конверт, зажатый между прогнившей опорной балкой и старым ящиком для инструментов. Сара подошла к нему, и ее профессиональное выражение смягчилось, когда она осторожно извлекла хрупкий документ. Письмо, написанное характерным почерком Шерил Мэтьюс, было датировано всего через несколько дней после их первоначального исчезновения. Бумага зашуршала, когда Сара развернула ее, пробегая глазами по аккуратному, слегка дрожащему почерку. «Дорогие мама и папа», письмо начиналось словами: «Если вы читаете это, значит, мы нашли способ сбежать». Томас Гарретт пытался держать нас в плену, но Памела нашла способ открыть дверь в подвал. Нам страшно, но мы вместе, и мы собираемся найти помощь. Последствия были серьезными. Слова Шерил показали, что девочки не были пассивными жертвами, а активно боролись за свою свободу. Гарри наклонился ближе, и у него перехватило дыхание. «Они спаслись», – прошептал он, и в его словах прозвучала смесь надежды и печали. Команда криминалистов тщательно исследовала письмо и прилегающую территорию. Анализ ДНК подтвердил почерк Шерил, а микроэлементы совпали с одеждой, найденной в Chevrolet Impala. И все же главная тайна оставалась неразгаданной. Что случилось с Шерил и Памелой после их побега? Весть об этом открытии быстро распространилась по Элмвуду. В местной закусочной, где многие поколения пили кофе и сплетничали, разговоры разгорелись с новой силой. Марта Рейнольдс, пожилая мать Памелы, слушала, как ее брат читает ей письмо, и слезы текли по ее обветренным щекам. Лицо. «Они были храбрыми», – тихо сказала она. «Моя Памела всегда была сильнее, чем кто-либо думал». В последующие недели расследование продолжалось, но лица по-прежнему было крайне мало. Спутниковые снимки, исторические записи и тщательные поиски не дали ничего конкретного о дальнейшей судьбе девочек. Они исчезли как призраки, оставив после себя лишь фрагменты своей истории. Гарри все больше проникался этой тайной. Chevrolet Impala 1969 года выпуска, бережно хранимый в качестве вещественного доказательства, стал больше, чем просто транспортным средством. Это был символ надежды, стойкости, недосказанной истории. Во время общественного собрания в мэрии Элмвуда детектив Рейес представил свои выводы. «Хотя мы не можем точно сказать, что случилось с Шерил и Памелой после их побега», – объяснила она. «Теперь мы знаем, что они не были пассивными жертвами. Они сражались. Они выжили, по крайней мере, на какое-то время». Это открытие вызвало в городе сложную смесь эмоций. Облегчение смешалось с затянувшимся горем.
Надежда переплелась с неразрешенной болью. Семьи Шерил и Памелы Импала, которые 40 лет жили в условиях неопределенности, наконец-то увидели мужество своих близких. Для Гарри это открытие стало чем-то глубоко личным. Механик, посвятивший всю свою жизнь ремонту забытых машин, в некотором смысле помог возродить забытую историю. «Шевроле Импала», который когда-то был просто еще одним ржавеющим реликтом на свалке, стал воплощением истины. С приближением осени Элмвуд начал оживать. Тайна не была раскрыта полностью, но мрак немного рассеялся. Шерил и Памела больше не были просто пропавшими без вести. Их помнили как выживших. В местном музее была организована небольшая выставка. Центральное место в ней занимал автомобиль «Шевроле Импала», окруженный фотографиями, найденным письмом и памятными вещами, рассказывающими о неожиданном мужестве. На мемориальной доске было написано: «Иногда надежду можно найти в осколках Катурсея, которые мы оставляем после себя». В Элмвуде продолжали шептаться об истории Шерил и Памелы, что свидетельствует о способности человеческого духа сопротивляться, надеяться и выживать, несмотря ни на что. Гарри часто посещал музей и останавливался перед Импалой, вспоминая, как случайное открытие пролило свет на многолетнюю тьму. И хотя полная истина оставалась недостижимой, сообщество обрело нечто ценное – знание о том, что даже в самые отчаянные моменты стойкость может одержать верх.